Окей, все должно было запуститься. Привет, чё, как, зрители? Всем привет. Будем сегодня смотреть Outer Worlds. Специально не смотрел никаких трейлеров последние полгода по игре, поэтому будем надеяться, игра нас удивит. Ну и я должен перед началом сказать, что ключ мне предоставили Epic Games Store. Поэтому, если вы захотите купить игру, то на PC она в Epic Games Store только. И заодно вы можете использовать мой тег Гагатун, кстати, при покупке. Я, возможно, что-то из этого понишу потом. В плане блюра. Я пока что все выставил на ультру. Посмотрим, как мои FPS в 2К будут держаться. Насколько я слышал, все эти сложности, они особо большого значения не имеют. Кроме того, что эта сложность, она больше раздражать будет, мне кажется. И она нормально будет играть. Или, в принципе, наверное, я могу и на высокой сложности. Давайте на высокой сложности. Включить. Показывать субтитры в заставках. Так, наверное, тоже нужно включить. А почему они тут выключены? Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Кем же будем мы? Тоже... Я подумал, уже что-то происходит. Осталось очков сила средняя. Все влияет на урон, наносим оружием ближнего боя и на максимальную грузоподъемность. Ловкость влияет на скорость атак в ближнем бою, скорость перезарядки. Это надо прокачать, чтобы скорость перезарядки должна быть максимальной. Это максимум? Селект влияет на бонусный урон критического удара. Да пофиг. Можно даже меньше уметь. Слова непонятные, не хотеть думать, в разговорах открывается глупый вариант ответа. Ну, звучит как бы
привлекательно, конечно, что мы будем такие тупые, что у нас будут тупые варианты ответа. А если слишком умным стать? Finally, evidence of intelligent life in Halcyon. Ни на что не влияет. You're a few stars short of a constellation. Оно вообще... At least you don't have rickets. Фактическое измерение Yet. времени движения заканчивается быстрее. Но это не полезно. А здесь что будет? Nerve damage in your extremities. Это самые неприятные вещи. В принципе, веселый минус только у разума. You won't be quite so Репутация boring набирается after you've намного saved the медленнее. entire colony. Типа мы будем тупыми, но очень красивыми. Звучит как... High blood pressure could keep you from blacking out at least. Блин, с этим засияет на урон в особое место. Someone made a note that Но это you're все oblivious to очки flirtation. на... Это, они не влияют на разговор, я так понимаю. Только вот это влияет на разговор. You took a few blows to the brain pan. Но ведь вариант это я буду выбирать все равно. Или у меня все варианты будут тупые. Как думаете, стоит делать себя тупым ради прикола? На самом деле я не хочу особо много таскать оружия на себе. Я просто хочу запикать себе персонажа, который будет очень быстрый и крутой. Но, наверное, это слишком плохо. Надо ставить хотя бы средний. Сделаю уродца. Ну не, я в жизни уже ролплею уродство. Мне нужно, чтобы хоть в игре какая-то отдушина была. Я в жизни очень умный, но очень, как бы, не очень. А здесь все наоборот будет. А, тут еще можно тоже что-то поменять. Легкое оружие H18. Или это минус? Нет, это не минус. А как его вкачать? Доступно 2 очка. Ай, блин, это что? Это вот это? Подожди, а как его все равно... A gunslinger. А, я понял. Oh, they're going to tell stories about you from here to Ну, дальний Hephaestus. бой. Но я вообще, моя цель сделать какого-то персонажа, который будет бегать с легким оружием и всех тарабанить в голову. Ну или, значит, тарабанить в голову-то у меня уже не выйдет. Но зато я хотя бы восстанавливать здоровье буду. Ну и как бы хотя бы минуса не будет. Или все-таки надо было бы... Так-то у меня здоровье все равно восстанавливается. Но всего 10. Длинноствольное оружие, убеждение, взлом, медицина, наука, решительность. У меня убеждение будет очень хуёвое. А скрытность я наоборот не хочу прокачивать. Но легкое огнестрельное оружие это то, что я хочу. Зато тут есть запугивание всякие прочее. Но по идее мне должно этого хватить. Ладно. Мне вот, конечно, в этих играх больше всего времени уходит обычно на это. Если тут еще и персонажи... А, тут есть внешность. Ну, блин, мы тут надолго. Мы здесь надолго, ребята, в общем. Заваривайте свои чаи. Можете убеждение вкачать. Подожди, что там написано? Потратив 50 очков, вы можете вкладывать напрямую в убеждение, ложь или запугивание. Я хочу запугивание прокачивать, потому что я не хочу никому врать, никого убеждать, я хочу всех запугивать. Потому что он красивый, но тупой, он должен запугивать. Правда, насколько мы будем красивы, это мы сейчас еще выберем. Смешно, что у меня перк типа на красоту, а я могу какого-нибудь гумозного урода создать. Квалификация. Нет явных особенностей техник по подаче напитков. Вау. Бюрократ нулевого ранга. Младший кассира с правом. Что из этого нормально выглядит?
Уборщик. Получаем урон от коррозии минус 3%. Но это все очень маленькие, как бы, плюсы. Давайте младшим кассиром будем, потому что убеждение плюс 1. I can be reasonably sure you know how to add and subtract. О. Мыльный. Женщина? Меня хотели женщиной сделать вначале. Ну, уже красавчик, сразу видно. А маски в игре есть? Я такой смотрю на эти лица. Маски в этой игре есть, ребята? Ну, как бы он у нас будет уродливый, но голубоглазый, потому что... Таковы правила. Или вообще-то нет. Эти глаза прикольно смотрятся. Но мне кажется, у кого-то из персонажей такие. Что-то этот голубой, уж он слишком голубой. Что-то из Дюны уже. Я не знаю, ну как там... В сравнении с тем голубым этот не воспринимается голубым. Это что-то из Destiny, он вообще на персонажа из Destiny похож. А это на персонажа из Сумерек. Резкий перебор идет в какой-то момент. Давайте тогда зеленый сделаем. Так, я хочу вначале волосы. Вот. Какие тут прически есть. Это забавно смотрится. Я не знаю. Чёски странные. Но какой-то эффект откуда-то еще идет, типа такой голубой цвет откуда-то. И он поэтому сбивает цвет самих волос. Непонятно, какого нет цвета. Давайте такие волосы сделаем. Стиль бровей. Она у нас будет спокойной, нам не нужны большие брови. О, зато борода прикольная. В команде разработчиков много, видимо, бородачей. Борода тут хорошо смотрится, достаточно. Пушкин какой-то выходит. What the fuck? Реально Пушкин вышел, не? Как так получилось? Даже волосы тоже можно поменять. Ну блин, волосы на лице гораздо лучше выглядят, чем на голове. Я не знаю почему, но они достаточно естественно как бы торчат. У них даже какой-то эффект есть этого глубины правильной. Ладно, давайте лицо очень вернемся. Делаем лицо. Брови вперед. Он будет всегда как будто ему в туалет хочется. Он такой... Когда тебе задали странный такой, что? О, максимальные аниме глаза надо сделать. Они такие большие, что их надо даже в разные стороны вывождать. Жует что-то. Я пытаюсь его создать, а ты сидишь жуешь, да? Значит так. А вообще будем видеть персонажа на протяжении игры? Мне кажется, его лицо ведь ты и не будешь видеть. Он носатый.
Я не знаю. У меня такое ощущение, как будто мои решения не так сильно влияют. Я его меняю, но как-то он не особо меняется. Так, черты, грим. Можно мою маленькую красавицу сделать. Че, он всегда будет с разбитым носом ходить? Ну, фингал можно поставить, только где он его получил? Если он сейчас из криокамеры вылезет, а у него уже фингал есть. Как это работает? Ну, можно веснушки добавить. Ну, алкоголик. Мне его алкоголиком. Только он слишком уж бледный какой-то становится. Как зомби какой-то алкоголик. У меня даже уши красными становятся. Я либо веснушки ему сделаю, либо алкоголиком. Но я не знаю, что именно. Знаете, не тупо веснушки, я думаю, что не, с красным носом. Да, наверное, мы его и видеть-то не будем. Зато шрам можно хардкорный после. Откуда я получу эти шрамы? После дуэли с Дантесом он получил шрамы себе. Но он выжил. Кто такие шрамы делает по оба глаза? Его кто-то в заложники брал? Ну, допустим, типа, блин, кошка поцарапала. Или не надо. Допустим, про мамку пошутила, тебе обмазали. Окей, нет, ну... Что-то все шрамы какие-то не очень, кстати. Обычно я люблю шрамы лепить, но что-то здесь они странно смотрятся. Я здесь даже не вижу, где шрам как раз. Где он находится? Он под бородой, что ли, где-то? Не будем портить ему лицо. Ставим как есть, короче. Дальше. Имя, как вас зовут? Да, не буду ничего думать. Назову себя Гагатуном. Гагатун. Или Гагатун ли это? Я не знаю. Это Игнат. Поменял имя на Дюма. Пускай это будет Гогий из другой вселенной. Это Гогий. Это я, но на другой матери. Вот. Потому что я не могу назвать его Гагатуном, смотря на него. Это Гогий какой-то. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Он тупо рандомного взял оттуда, а если бы я не был спасителем вселенной, которым я являюсь. Терра 2. У них прям корабль почти светлячка. Рик, о чем ты думал? Где твоя портальная пушка?
Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. А для него это зачем? Myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. Какой для него профит нам помогать вообще? А-а-а! Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name куда-то is лечу всё Hawthorne, ещё. and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. О! Добро пожаловать в Хейла. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Я его разбил. That idiot. На него I told him приземлилась. to plant the beacon and move away, not stand there holding it. А почему текст такой маленький? Его нельзя побольше делать? Нельзя сам шрифт больше сделать? Oh shit. Может здесь. Мне кажется, какие-то субтитры мега маленькие. Мне кажется, тут нельзя это исправить. Я сразу отключу видео. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. О, облака красивые. Я чуть-чуть ускорю мышку. Я этого не могу облутать. Вот тут лунная гравитация какая-то. Подкат. Он не подкатывает? Жалко, что он не подкатывает. Видимо, все кнопки буду переставлять. Использовать. Да, окей. Так.
Пригнуться С. Ингалятор, значит. Подожди, а ближний бой есть? Быстрый ближний бой. Окей, допустим, на первое время должно хватить. Я уже так привык подкатываться в таких играх, что даже непривычно, когда подката нет. У нас на стриме игра нормально по яркости? Я, может, чуть-чуть прибавлю. А, блин. О. Буди-буди. У меня ближний бой не работает. Фартило, спасибо за спонсорство. Спасибо большое. Кого именно я пытаюсь спрятаться? Пугливая псида? Не псина, а псида? Да, тут стелс есть в игре. О-оу. Я мог от них застелсить? Что происходит? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. У меня из-за разморозки последствия то, что я стал... Макс... Блять! Окей. Может мне вот эту кнопку тогда поставить надо на быстрый доступ? Я, короче, под Apex настрою управление. Раз уж на то пошло. Не знаю, как часто я буду пользоваться умением. О, блин, нет, это не то. А. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Не дергался, я тебя подвал. У меня есть медицина 5. Что случилось? Просто что? Это что? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take them. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. У меня точно есть медицина? Что это значит на этой истории? Мне нравится простота интерфейса и все вот это. Спасибо за трек, Фартел. Мы его чуть-чуть позже послушаем. Спасибо. Да, я его подмотаю для начала. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Да блин. Что ты вообще делал? Ты прячешься в пещере, выход из которой сам же заблокировал, да ты считай уже мертв. Spacer's Choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? У меня все вот это есть. Оно бы, наверное, серым было, если бы у меня не было.
Я найду. Ты идиот, давай сюда пуск. Я его... Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Я нифига не Hope? знаю. Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Так, броня у него норм. Подожди, я не могу ее одеть, кажется. Чего я могу ее только сравнить? А, окей. Блин, это одна из этих игр, где у тебя прицел находится не по центру, а ниже почему-то. Зачем? Кто, блядь, задал этот чертов тренд? Я его впервые увидел в Far Cry 5. И теперь это, блин, все чаще и чаще встречается. Где-то недавно это еще фигня была. Какого черта? Это где-то можно изменить? Почему центр экрана не в центре? Почему прицел снизу? Это для консоли все было сделано, но, блин, я-то играю на компьютере, мне это не нужно. Мне вообще не нравится то, что прицел снизу, мне нужно смотреть вниз, вместо того, чтобы смотреть по центру. Видимо, просто должен был взорваться. Да он бы в любом случае взорвался, мне кажется, этот выстрел. Как включить замедлялку, интересно? На Q. О, окей, удобно. Окей. Сейчас кого-то надо будет завалить уже. Ну, шутер это играть я умею. А в 2 руки оружие можно взять? Ну да, это все такой туториал. Смена оружия позволяет... А я не могу, у меня не крутится колесо. Его вначале ставить нужно. 54, 70. Это по идее лучше. Не одинаковые. Но у меня не прокачан ближний бой. На. Я так умру сейчас. Да ладно, он да... Вы чё, я не мог стрелять? Окей. В общем, это все не так просто, когда противники жрут пули на завтрак. Понял я уже.
Ладно. Вообще пофиг. Заново лутать приходится. Еще нужна ли мне? Я, наверное, это не буду никуда добавлять. Это тоже 4. Навык незаметности увеличивается. Здесь навык тоже. Да, короче, это одинаковая броня. Мне сейчас желтый поприкольнее кажется. Мой перс, конечно, это смотрится. Это что в самой игре... А, нет. Он меня увидел. Ай, ай, жопа. Ингаляторы бесконечные. Бам! Что? Подожди. Их больше, чем я думал. Почему? Ах, сука! Почему ингаляторы не работают? Разве они не должны спасать мне жизнь? Что они вообще делают? Надо сейчас методично придется всех убивать. Без стиля. Ах ты, сука, на. Просто методично всех порешал. Раз они не хотят, чтобы я вот это как паркурил, значит, с стороны в сторону. Да, он не сразу включается. О-о. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Окей. Стоит так беспокоиться, я в курсе, один из товарищей спрятался в этих пещере. Really? How is he? Зовем вашего Снорси. Хай, хай. О, это 3 месяца подписки. Спасибо большое. Спасибо за подписку. Стоит ли мне говорить, что кем-то был идиотом, таким и остался. Надеюсь, вы поумнее будете. Но если я могу соврать, то почему бы не соврать, собственно? Проверим способности нашего вранья. Well, that's a relief. You don't want to It's know how what's much in the wash paperwork's plus involved in 15. paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Неужели гвардия просто космос пасует перед трудностями? Могу поспорить, что вы заставите где валяется этого корабля, пожалуй, в пункте присутствующего. Так, Seriously? But those marauders will... Ugh. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. О, я зарядил их это, я настроил их на победу. Сосать, пошли их убивать нахуй, на! Пил.
Бил. Он упал? Они его убили? I just learned to find Что, мы bars. всех уже порешали? Это было быстрее, чем я думал. Но у них у всех одинаковое оружие. Блин, их было так мало, я мог с ними сам разобраться. Или в корабле еще кто-то есть. Так. Или в игре реально нету музыки, такое ощущение. Ты наслаждаешься эмбиентом планеты. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. На нем нет никаких ценностей. Ты так говоришь только, чтобы я тебя не обыскивал, да? Тупой корабль. Ты думаешь, я тебе поверю? Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital Подожди, astrogator of я не this мародер. vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Слушай, я не Please мародер. return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result Я in замочу immediate мародеров же, destruction. наверное. Gesture procedures initiated. Please engage in airlocks. Prepare to reject all boarding parties in 5, Я и не верю. 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. No shit! Его убили мародер. Я могу его бросить здесь, что ли? А, блин, я путаю. Его убили мародеры. I understand. I will require some time Да to не тот, с process которым this я летал, это information. тот, на который я Thank you for приземлился. your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. Я не запомнил, как If I звали accept того, your который orders, был в then you начале must дед. be Captain Hawthorne. Do you understand? Понимаю, кивнуть и улыбнуться. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, А our буду engine назвать is Хатворном currently теперь. inoperable. Это как Our main Хатор. drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an Что emergency за landing. но? The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. У меня еще инженерия развита. Что-то я пока что все варианты могу выбирать. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Блин, Unreliable лучше было бы назвать его ненадежный, а не безнадежный. То, что безнадежный, это типа, ну, то, что он безнадежный в таком духе. А то, что он unreliable, это именно в значении ненадежный. Больше, чем безнадежный. Короче, блин. Ну, наверное, если бы... Ну, у него изначально корабль, конечно, называется замечательно. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all.
Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Локализаторы, наверное, решили, что безнадежно и звучит лучше, чем ненадежно. Рэм, вы накопили достаточно опыта, чтобы получить новый уровень, окей. Это бабуля из этого, из Футурамы. Крутизна. Можно увеличить крутизну. Что я хочу еще увеличить? Легкое оружие, ствольное, тяжелое оружие. Может, защиту увеличить? Или я буду продолжать увеличивать это убеждение свои. Если я могу просто убеждать людей, мол, иди и порешай там кого-нибудь, это лучше, чем ничего. Или... давайте я и общение вкачаю. А он всего на одно увеличился. Он у меня их много. Вот эти до 30 вкачаем. Так, дальний бой. И, например... ну, это уклонение, а в целом здоровье. Видимо, здоровье там увеличивается. Там оцепенение будет. Открывает умение скачка. Скорость восстановления умения плюс 100%. Ты-дых. Подожди. Ну, блядь, не распределилось. Сука. Да, возможно, что-то крутизна. Весь мир подождет. Максимум шкала тактического изменения времени. Урон, когда в отряде больше никого нет. Скорость ходьбы, скорость бега, износ оружия брони, вероятность физического напарника, позволение брони, дополнительный плюс торговцу, скорость перезарядки, тактического изменения времени. Наверное, это было бы полезно. Или здоровье, потому что у меня очень мало здоровья. Давайте здоровье вкачаем. У них разные уровни есть, или они просто активируются? Окей, нет, он полностью активируется. Так, найдите регулятор мощности. По кораблю пока что нет смысла ходить. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Тут есть дробовик. I suppose everything on the unreliable. А он считается за оружие... Это пресс. Он считается за оружием ближнего боя, или он как полноценное оружие? Belongs to you now, Captain. Оружие броню починить, разобрать. Окей, понятно. Так. Можем все это разобрать. Тут можно уже поставить модификацию. У меня нет модификации. Я не могу это разобрать. Удерживайте S, обратный фильтр. В смысле обратный фильтр? Окей, это просто сортировка. Окей. Почему у него какой-то отдельность, типа... У него масс нарисован. Цена продажи. Почему у него больше цена? Давайте разберем. Все, кроме тех, которые... Help yourself. No, really. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship.
And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. У меня нет зарплаты. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector. Вот почему в хороших играх типа прокачка разговора это самый полезный перк. Дайте оставаться здесь. Так, вообще я хочу еще чуть-чуть ускорить мышку. Потом я хочу увеличить Field of View. И что-то я еще хотел сделать. Я хотел посмотреть привязку кнопок. А тут мышки нету? Или есть? Угу. Значит, это нельзя так поставить. Сука! Облака крутые. Мне нравятся облака. Как ты уже играешь? Потому что мне эту игру на день дали раньше Epic Games Store. Вы можете купить эту игру, если вы хотите. Если вы еще не купили. Ссылка в описании, если что. Оно играется, я играю всего лишь... Что-то я уже играю час, но я только персонажа создал и чуть-чуть пострелял, и это все еще обучение. Ну, я думаю, пока рано говорить, но мне пока нравится. Нравится, сколько тут. Потому что мне это нравится, но я только сейчас это заметил, сколько тут могил. Почему не на всех что-то написано? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Я могу за себя поставить. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Я Гогий. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Nah, I ain't that fancy. I just dig holes in the ground and fill them with dead folk. За него просто сейчас тень поменялась. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ну, как в реальной жизни. Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Okay. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case.
You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Можно ли вас спросить что-то еще? You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. I'm a survivor. Так, окей. Я вообще не думаю, что с ним есть смысл дальше говорить. Он не особо интересный какой-то. А когда бегу, у меня приближается камера, а потом отодвигается обратно. Можно просто ходить ко всем. Окей. Ходить можно, воровать нельзя. Но тут проседает FPS-ики местами, конечно. Когда начинаешь все так смотреть. На ультре. В 2К. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Тебя не смущает наш рандомный разговор? Она была очень готова рассказать, чем она занимается. Видимо, никто с ней не разговаривает на обычной основе. Она сразу такая, что, давай я расскажу, чем я занимаюсь. Салтуна. Можем, наверное, выбрать могильное дельце. Блин, откуда комары, сука, в конце октября? Я не понимаю, откуда они берутся. Безумные комары. Улети с экрана, гад. Окей. Это воровство. А там что? Помню, на какой-то из презентаций игры показывали фабрику, где свиней мочат. Вся игра будет состоять из фабрик. Даже голос Хлои из Life is Strange. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Гагатун, стрим будет на канале? А то хотелось бы сначала посмотреть потом. Ну да, особо пока что ничего не упустил, я бы сказал. Спасибо, Real PP Inside. Ну, если все хорошо будет, то будет. Если он там не зависнет нигде.
А, я поймал комара. Он долетал свой последний полет. Я подожду, пока вы закончите. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a Подожди. proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Я Гогий. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. Как звали персонажа из Horizon Zero Dawn? Она там тоже I can't озвучила. let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Если Бёрч поджарится, да я не поджарюсь, у меня прокачана там инженерия. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Я знаю, что в Нью-Вегасе Obsidian старались именно больше разных голосов сделать. В отличие от того, как беседка подходит. В беседке почти всегда одни и те же голоса тебе снова и снова и снова и снова попадаются. Интересно, как в этой игре. Тут много разных голосов или будут повторяться одни и те же со временем? Потому что меня, вот лично меня в Скайриме это очень вытягивает из экспириенса, когда ты просто слышишь один и тот же голос регулярно. Ну или даже в Обливии, да вообще во всех этих. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters. Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership.
That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Она уже Thompson. хочет записаться не в команду. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented. Но неудивительно, что ее озвучивает знакомый голос. Потому что она, если она у нас в компании будет. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Она еще маленькую Тину озвучивает в этом Best of luck. Borderlands. And thank you again for your help. It Или is a как она lot to ask называется? of a stranger, I know. И-и-а-а-у. Их навыки улучшают ваши навыки, они увеличивают вашу грузоподъемность с помощью... А, то есть у нас одна на всех грузоподъемность. Найс. Что у нее за белка на X? Так посмотреть, что она делает. Так, а как на нее? Ау. Какая у тебя белка? Чё ты, чем ты занимаешься? Я могу что-то выбрать? Нет, не могу. А я могу ее одежду на себя напялить? Ну, подожди. О, смотри, какой я секастый сразу стал. И броня больше. Но мне комбез лучше сидит, чем на ней. Сразу видно. Идешь? Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Ну давай выйди из лифта только для начала. Чего хотела? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the Ты-то мне сейчас все расскажешь. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place.
Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if he can get out to her. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. The mission's on the east side of town. You can't miss it. Вся задача становится все сложнее. Я всего лишь хочу найти двигатель, чтобы убраться отсюда. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Все вы тут сироты, я понял. Sorry, I'll just be a minute. Это что происходит? He's off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. I don't have time for this. Что ты мне сказал, ублюдок? You had a minute. Next one comes out of your pay. Он пропал. Boss's orders. We all got quotas to make. Он был тут, а теперь его тут нет. Возможно, я все-таки его убил. Надо войти. I've always felt weird in here. It's too clean. Решительно. Talking to the good vicar always lifts up my spirits. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. And I resent the accusation. Wasn't nothing but a question. Do excuse me. I must be on my way. Verity to you. Our place in the universe is fixed. Окей. Я даже ничего про вселенную не спрашиваю. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Да я дверь это видел. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away.
I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. А тут юмор о том, что у нее типа мягкое сердце. Она такая, у нее слабое сердце. Но это не так уж и смешно. Сука, как этот он регенерируется за кадром где-то? Где? Я уже 3 раза убил одного и того же комара. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Я до сих пор пытаюсь прокомментировать, может, ей стоит сходить насчет мягкого сердца. I see today we'll be conversing without metaphors. I'd guess her condition is incurable. It's unlikely to be fatal, but she may feel more heartache than most. Could you maybe stop talking about me like I'm some kind of weird bug? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Это какой-то рандомно в какой-то другой разговор превратился. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Зачем мне это говорить ему в открытую? I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment to possess this book, nor anyone willing to pay the price I can offer. А, еще один. Еще одного завалил. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Окей. Да, это игра одиночная. Насколько она хороший аналог Fallout, нужно будет говорить часов через 10. Но у меня больше как бы не осталось вариантов. Могу, правда, походить это задание выполнить. Или они тоже не все здесь.
Пойду выбивать деньги. I've got some time. Опять ты. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. О, блин, он может меня заразить. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. А, это все, кто больны чумой, из-за этого он хочет с них деньги забрать. Пока они не сдохли. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Да, все ужасно, печально, трагично. Давайте деньги, я пойду. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Couple hours out of your day and some light second story work, that's all. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Сделаем. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Ну, что он еще и не сдохнет, если я ему помогу. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. А он может умереть? Или если... Типа, если я буду долго идти, он может умереть, интересно? You're making a mistake working for Abernathy. В смысле? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Something like that. Look, I'm not in the habit of law-breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. Но мне нравится, как она подскочила тут сюда сразу. Я мог просто убежать и все такое, а что, и побежать дальше. Ладно, вначале с этими ребятами договоримся, которые здесь есть. I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs.
Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. I mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Откуда такая самокритика? Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Хоть кто-то по-нормальному расплатится без лишних проблем, или они все с проблемами какие-то? Этот... Нет, этот улизнул. Что сейчас было? Оказалось, что у меня что-то наехало. А, это, наверное, был блик. Тут можно ходить? Don't make me report you to Mr. Thompson. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Ну, может, он просто несколько раз нажал на курок, блин. Сколько раз оно может не сработать? Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Вот, дети, не убивайтесь. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice.
Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Ну, просто маленькое недоразумение, немного он помешал тут людям, а так все как бы никто и не заметил, что он убился. Это не воровство? А нафига вот он хочет, чтобы те чуваки вернулись, если тут и так зараза он идет? Nice. Чё найс? Я не могу это своровать, это воровство. Подожди, а какие там правила были насчет? Как-то можно опять это посмотреть? Какие правила воровства здесь? Кодекс. Добыча, может быть. Нет, это не то. Ну, а где-то про воровство, что, блядь. О, преступный день. Ну, это, чтобы меня не видели, но они... Продавать вещи ты сможешь или нет? Или тебя будут, типа, проверять такие, оп, что нашли, и арестовывать? Ног у меня нет. Дашить не может. Я сказал, что я что-то придумаю, но мне надо с ним говорить или что-то придумать, реально. Давайте еще раз попробуем с ним поговорить. Ну, по мне, так в визуальном плане эта игра все равно выглядит лучше, чем Fallout 5, ой, Fallout 4. Который выходил. What can I do for you? Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged. I am never wanting for work. Not. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Типа я мог бы его сам вылечить, наверное, если бы я умел. Я могу говорить, изи, чё, у тебя чума, лечу, бух. О, тут красиво. Hey, Miss Parvati. Come. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here.
Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? You run into any trouble? Да одни трудности. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. That's the word, extortion. Да, точно, я это и хотел сказать. Подожди. Это все, что мы, о чем мы с тобой поговорили? Подожди, это что? Людвиг. Место-то у них милое. Интересно, могу туда спуститься? Ценой нескольких костей. Больше ничего нет, тут невидимая стена. Блин, я думал, тут больше вещей, чем один ящик. А, блин. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Что ты несешь? The war! The coming apocalypse! Man versus machine! I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Oh, they mean to. Just you wait. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? You can gird yourself in the armor of righteousness, soldier. From this moment on, you are a proud member of the Resistance. Yay! They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Вначале ему поможем, потом мы все равно к нему вернемся. Где свалка?
На самом деле виды в этой игре красивее, чем я думал. Будут. Она выглядит довольно неплохо. Нравится. О, господи. Этого я опускать не могу. А, оно не всегда появляется вещь. Почему тут оцепенение влияет на общение? До какой степени мне нужно, интересно, прокачать общение, чтобы я продолжал всех убеждать? Пока что максимум был, по-моему, 10. 10 общения нужно было. Но, наверное, дальше он будет возрастать. То есть способность мне не открылась. Не одни и те же патроны использую. У меня же новых вещей нету. Постепенно ломается, кстати. He ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Ты можешь его починить? Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Инженерия 10 тупица, а ерунда просто тресну по нему посильнее. Так это инженерия или тупица сейчас будет? Ooh, ow, could you not? I mean, it's a mechanical, sure, but that just seems mean. Navigation systems operational. Вау, я его починил, стукнув по нему. Detected. Initiating self-diagnostics. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Это даже не воровство. Проверим, как быстрое перемещение быстро работает. Довольно быстро. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need
is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. You got them right. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very Крестного last отца place a пересмотрел. mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ладно. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. Go on. I'm Ludwig Miller. So, unofficially, strictly between you and me, I am the only... Окей, я понял твою фишку. У меня сейчас какая задача? Найти пушку. Она все равно надо было в город. Искать компромат, искать пушки секретные. Something got you down? You're not a big drinker, are you? Это мы сейчас узнаем. You read the latest report? I don't know you. Я Гоги. Когда ты заходишь, такой, я тебя не знаю. Я Гоги. We don't welcome trouble. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Нафига мне с одной стороны привлекательность, если здесь ни с кем переспать нельзя? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand, but you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Coming right up. Трип-чай. Вода чистая, вода это просто вода. Okay, keep it quiet. Стелсишь? А где пушка, про которую он говорил, или... Мне ее вернуть надо? Какой-то сверчок, что ли? Учитывая размер этого свитка. Так, где здесь этот доктор? Нет, это не доктор. Доктор где-то рядом был. What can I do for you? Мне придется на тебя надавить, ублюдок. Go ahead.
Что будет, если я немного тут посмотрю, а? А что будет, если я тут начну смотреть? Секретарь застрелилась, это очень плохо. Компания назовет это прямо уничтожение собственности в разногласии. Он вытащил золотые зубы из Юджина. Но это похоже на компромат. У него есть винтовка. Ну ладно, не буду. Незачем рвать винтовку. What can I do for you? You know about Eugene? How? Пожать плечами. Were you snooping around in my things? Or was it just dumb luck? Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Окей. Так, постепенно все это становится более понятно. Что вообще в этом городе происходит. Они что, целыми днями стоят просто и ждут, пока я с ними поговорю? Или они пойдут спать в какой-то момент? Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Yeah? What about him? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it.
One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? А чё не болен, он просто сидит на наркоте, и у него тоже паранойя развилась, и ему кажется, что он умрет. Значит, можно спокойно найти эти лекарства и той бабе отдать, которая хотела их получить. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Too bad. Last of Us 2 перенесли с февраля. Его же недавно только анонсировали на феврале. Его решили перенести. What? Да ты состаришься, пока на в Стиме выйдет. Лучше сейчас покупай. В Epic Game Store. С тегом Гагатун желательно. Ну, можно и без него, конечно. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life. Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. А насчет Last of Us это официальные новости? Да я что-то не видел таких новостей. Когда они Last of Us успели перенести? Sony отложила релиз Last of Us, часть 2. Релиз загруженные консоли... Недавно, да. Аналитики инсайдер Даниэль Ахмад уточнил, что дата релиза перенесена приблизительно на 3 месяца. Ну странно, они как-то решили. Типа только был анонс, внезапно такие идёте. Но это вроде еще не точно. Это вроде слухи, не? Это Джейсон Шрайер из Катаку говорит, что ее перенесли. Вроде официально это еще не подтверждали. Оп, музыка закончилась. Игра такая, идёте. У нас треки не репитятся. А это даже красивенько смотрится. Жалко, нока нету.
I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I bet she was jealous. She don't know how to skip rocks her own self. Давайте вернемся к Людвигу. Я думаю, этот квест тоже закончится сейчас. Да, я видел про кроссовер с Дайинг Лайтом и Left 4 Dead. Но он как бы там ничего серьезного. Скорее просто, чтобы в новости написать кому-то. О, Dying Light, Left 4 Dead, а так там ничего интересного. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Мне кажется, я с ним в какую-то передрягу сейчас The old plant вляпаюсь. lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Ну, короче. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your... Единственный нормальный этот человек это напарницу, которую я себе надыбал в самом начале. Остальные все психи какие-то, которые на наркоте сидят здесь. Что прочего, ничего нового для игры типа Fallout.
В какой-то момент устали строить поселение, видимо, здесь. Here we go. Я пытался приказать, но она что-то ничего не делает. Кажется, много раз F нажимать легче, чем зажимать. Подожди, блядь, это противник? Не самый лучший пистолет, конечно, на свете. А моя напарница жива? А да что-то она замолкла. Ее реально завалили, походу. Что-то она перестала кричать. Странные вещи. Мне надо бы где-то продать всю эту одежду. Такое чувство, что те, кто взрывается, они не оставляют после себя вещей. А даже не воровства. Nice. Набор механика. Я вроде уже этим занимался. Да и вообще впечатляющий. Ну, говорю, вот такие кадры здесь, конечно, куда более приятные панорамы. Еще мне нравится то, что эта игра не мрачная в своем виде. В общем. Я новый волын нашел. О, даже две. Так, посмотрим, что я могу. Чего он такой слабый? А? Почему я не могу его использовать? Потому что он 5-го уровня. А пистолета я пока получше не нашел. Так, а ей мы что-то можем подарить? О, у нее мощная кувалда, кстати, какая-то. Не, почему обрез такое говно? Лучше будет, наверное, с пистолетом надо остаться. Так, а я никакой брони норм не находил. Шлема я вообще не находил. Все это одинаковая фигня.
Вот насколько стрёмно мой персонаж на этих картинках выглядит. Двигает туда-сюда ствол такой, а что? Выселено. Блин, сколько же вас здесь? Ну, всех придется вас порешать. Проверим автомат сейчас. А, сука, ты откуда взялся? Я пытался заставить их, пока они заставили меня. Не, ну эта обилка вообще недолго работает. О, шлем. Первый шлем. У него пропал инвентарь. Окей. Чего? Они просто пропадают. Что происходит? Я на них навожусь, а он такой вжух, его нет. На них реально ничего нет, или оно просто пропадает? Looking good. Да, в общем, лекарства мы забираем лекарства. Мы помогаем людям, на самом деле, здесь. Странно, что они не сделали мир бесшовным, конечно. Что все равно эти подзагрузки. Слишком медленное оружие, конечно. Пока ты не прокачан. У нас гранат никаких нет. Be right there. No problem. I'll head over. Воу-воу-воу-воу, ты куда? Ого, как Майкл Джексон выкатился! Нет! Вы видели вообще, как он в окон там выкатился? Heading out. Но на высокой сложности ты, конечно, из них все дерьмо выстреливаешь. Я не уверен, что это просто выглядит комично, сколько пулям надо в голову всадить. Да, конечно, автомат гораздо лучше. Нет. Она еще жива? Она уже сдохла, да? Нет. Вставай, дура! Какой-то он дамажит. Я до сих пор не подобрал патроны. Видимо, какой-то главарь, что ли, или еще что-то. Не пушай меня, плес.
Блядь, да хуй ты такой толстый. Сучара. Сейчас я не думаю, что имеет смысл играть на высокой сложности. Если они собираются так долго умирать, на ней просто это... Да они даже на этой, блядь, сложности долго умирают. А ее уже тоже убили. Я даже не могу другие места занять. А как эти штуки использовать? Не, или он же не их использует по дефолту? Или их использует? Я смогу в многолятор больше всяких фигни какой-нибудь вложить со временем. Блин, это тот мощный. Чё? Они иногда, типа, вещи просто пропадают. Ну, как бы ты иногда подходишь, он такой шух, и уже ничего нет. Кетунец. Это кто такой? Этих челиков я видел. Жукоматку. Самой жукоматки там нету? Как бы на кресле присел. Видели? Он типа подсветился, я ничего не нажимал, у него просто пропал. Это значит, что у него изначально ничего не было или что-то подлагивает? Это сложно. А? Сука, блять, это был эмбуш. Киберпанку готов. Что моя винтовка? У него какая-то особенная винтовка. Или нет? Или она абсолютно такая же, как у меня?
Окей. Лутаю все, что, короче, подвернется мне под руку. Просто лутный монстр я. О-оу. Торговые автоматы позволяют купить самые разные товары, обычно одной компании сделанные. Окей. Но тут ничего интересного вроде. И шлем, правда. Броня 9. А у меня сколько сейчас? У меня вроде броня сейчас 7. Да даже 10. Взлом плюс 7. Здесь навыки ближнего боя. Но это мне не нужно. Наверное. Они оба... А нет, это малый. Там средний. Сколько они стоят? 100? А у меня сейчас сколько? У меня их 700. Чё, купить за 9 эту? Глушитель аж 1000 стоит. Все, что у меня есть, оно полную хуйню стоит. Так, почему я не удивлен? О, ну это прям я... Это я понтово смотрю. Жалко только тут со стороны на себя посмотреть нельзя. Так, его последнему песку мода одет. Чтобы то третье лицо было. А, до вскрытия замков плюс 5 на этой штуке. А тут блок плюс 5. Блок, он влияет на всю, на, как бы, на защиту целиком, либо только, если, типа, блок реально ставить в ближнем бою каком-нибудь. А здесь на все. Давайте это вернем ее одежду. Еще и шлем один. Я твоей страшной физиономии не видел. Ладно, остальное я попытаюсь продать сейчас. А, он из-за того, что у него состояние упало, он так сильно урон у него упал. Тут всего уже падает состояние. Дроид, кстати, говно, возможно, из-за того, что у него такое тоже дерьмовое состояние сейчас. Он просто не в настроении убивать людей, у него состояние не то. Интересно, а если я дам волыну этой порвать, она больше урон, по идее, должна носить, да? Скины можно поставить на оружие? Пока вы не можете продавать предметы торговым автоматом. Да блин, я только ради этого уже все тут поменял. Фигово, если этот шлем это лучше, чем то, что я сейчас купил.
О, это увеличивает количество ячеек в ингаляторе. Ладно, тогда прокачаем. Правда, уже не имеет значения, но вдруг нам еще медицина когда-то пригодится. Это цена у торговцев, но это не сам... не то. Давайте прокачаем замедление. Подожди. Wait. Это там до 20 надо было вкачать. Блин. Тебе идет. Я с таким легионом из Mass Effect в итоге хожу. Закодировать медицинскую ключ-карту. Где странная музыка? Типа она просто такая гнетущая здесь и все. Они замечают, вот играет музыка, когда ты перестреливаешься, или только гнетущая играет? Какая демо-версия, если игра завтра выходит? Я хочу посмотреть, чем этот квест закончится. А после этого и сделаю типа мини-перерыв. И мы вернемся дальше играть. I've got some time. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room?
Этот чувак стал меня бить сразу. Первое впечатление, но по первым 2,5 часам мне нравится. Пока что примерно на уровне того, что я ожидал. Местами лучше, местами как я ожидал. Ну, то есть оно все разгоняется. Я даже сейчас по сайт-квестам хожу, а не по основному, поэтому тут немножечко я осмотрелся. Собственно, что вообще здесь происходит в этом поселении. А, это чувак, которого я допрашивал, это задание напарника, то есть он к нам в напарники хочет попасть. То есть у нас, видимо, будет возможность его взять в напарники. Ну нафига только. Он какой-то стрёмный тип был. Короче, я сейчас сделаю мини-паузу, минуты на 2-3, и мы вернемся. Ну или может чуть больше, может быть на 5 минут, я пойду чай заварю. Так что, если вам интересно дальше смотреть Outer World, то не уходите далеко. Мы ненадолго прервемся. И если вам в целом понравилась игра, если вы хотите ее сами поиграть, купить, то в описании есть ссылка. Игра сейчас первый год будет эксклюзивно на PC в Epic Games Store. Поэтому заходите, покупайте. В Эпике типа завтра, да, в Эпике типа завтра будет эта игра. И... Короче, я ненадолго отключусь и скоро вернусь.